Всем привет! Спасибо, что взглянули на мой канал Good Day with Андрей. В этом видео я хочу на своем примере рассказать и показать о том, как можно настроить рабочее место для продуктивной работы из дома. 2 года назад в связи с пандемией наша компания перешла полностью на режим удаленной работы, и мы все работаем из дома. До этого я 20 лет ходил в офис, привык ездить на транспорте, приезжать в какое-то офисное здание, там стояло мое рабочее место, и дома у меня ничего не было. Поэтому, когда это произошло, мне заново пришлось купить все оборудование, все настроить, расположить, и поэтому я хочу вам рассказать, что я пробовал, какими принципами руководствовался и что в итоге получилось. Прежде чем мы начнем, я должен сказать, что наша компания оплачивает все оборудование, которое мы покупаем. Мы выбираем сами то, что нам нужно, но они нам возвращают деньги, поэтому большинство оборудования, которое буду показывать, куплено за счет компании Atlassian. Но компания не имеет никакого отношения к видео, оно снято полностью по моей инициативе, это мое творчество. Но все-таки считаю необходимым сказать: Atlassian, ты мой любимый работодатель. 2 года назад нас совершенно неожиданно всех отправили работать домой. И, честно говоря, я обрадовался, потому что за 20 лет мне уже порядком надоело ездить в офис, тратить 2 часа в день на то, чтобы в поезде добираться с дома на работу. Я думал, что дома будет очень хорошие условия, никто не будет отвлекать, тут есть холодильник, диван, можно настроить гибкие рабочие часы. По факту же, когда я начал работать из дома, оказалось, что это не так просто. И проблема в том, что мой мозг уже за 20 лет, у него сформировались определенные пути, по которым он привык ходить, и перестроиться было совершенно непросто. И это проявлялось в совершенно неожиданных вещах, например, нарушался сон, либо неожиданно падала продуктивность, либо я работал то на диване, то на кухне, то во дворе, то за столом, и никак не мог понять, что же мне подходит. Но постепенно я экспериментировал, пробовал, что работает лучше, что хуже, как это влияет на мою продуктивность. И какое-то время назад я понял, что теперь у меня есть домашний офис, которым я полностью доволен. Я не хочу ничего в нем менять, мне нравится в нем быть. И самое время рассказать об этом вам. Давайте начнем. Я считаю, что при организации домашнего рабочего места, домашнего офиса нужно использовать 4 основных принципа. Принцип номер 1 – это разделение рабочего и жизненного пространства. Принцип номер 2 – это эргономика. Принцип номер 3 – это функциональность. И принцип номер 4 – это look and feel. Я не знаю, как это правильно по-русски, но должно быть в офисе красиво и приятно. Давайте пройдемся по каждому из них и посмотрим, как он организован в моем офисе. Первый принцип, я считаю, наиболее важный, но который достаточно сложно достичь, потому что не у каждого есть для этого необходимые ресурсы и место. Это разделение рабочего и жизненного пространства. Я считаю, что место, где вы работаете и где вы отдыхаете, должны быть 2 физических разделенных пространства. И причины здесь 2. Первая причина – это то, что наш мозг привыкает к тому месту, где мы работаем, и когда вы попадаете в рабочее место, он настраивается на рабочий лад, а когда вы попадаете в место для отдыха, тогда он настраивается на отдых. И если эти 2 места смешать, то будут возникать такие ситуации, как будто вы приходите спать, у вас мозг цепляется за компьютер, и вы будете вспоминать какие-то вещи, которые вы забыли сделать, и вы не сможете уснуть. И обратно, если ваш компьютер стоит рядом с холодильником, то во время работы мозг будет цепляться за холодильник и пытаться поесть какой-то еды и уговорить вас: давайте лучше съедим колбасы, зачем нам эта работа. Вторая причина, по которой это важно, это фокусировка на работе. Если удается сделать место, где ничего не отвлекает, где вы не видите каких-то посторонних объектов, нет дополнительного шума какого-то, то вы просто работаете более продуктивно. Идеальным решением для разделения рабочего и жизненного пространства является, конечно же, отдельная комната. Но не каждый может себе позволить, и у меня лично не оказалось отдельной комнаты. Поэтому что я сделал? Я выделил себе уголок в самой большой комнате, уголок возле окна. И я купил отдельный акустический экран или перегородку 1,5 на 1,5 метра. Она сделана из материала, который немножко поглощает звук.
Я приделал к ней колесики, чтобы ее можно было перемещать, если она надоела, или я хочу поменять что-то в комнате. Дополнительным бонусом является то, что к ней можно гвоздиками прикреплять бумажки и вообще что угодно. Поэтому с обратной стороны я прикрепил доску, на которой мы рисуем разные планы, туду-листы. И вообще дети могут что-нибудь порисовать. Доска оказалась очень полезный предмет. Иногда я использую ее для работы, разворачиваю в обратную сторону и во время митинга что-то показываю, рисую на доске. Тоже достаточно прикольно. В дополнение к перегородке я договорился со своей семьей, женой и детьми, что если я нахожусь за перегородкой, то я прошу их меня не беспокоить, вообще не заходить туда, потому что, скорее всего, я работаю. Если им что-то нужно, они могут написать мне в чат. Как только у меня появится возможность, я это увижу, выйду, и мы сможем с ними порешать любые вопросы. Также, если у нас на работе есть какие-то социальные активности, например, Team Lunch, или, может быть, мы проводим иногда игры по Zoom, то я стараюсь эти игры проводить с другой стороны перегородки. Таким образом, я как будто своему мозгу говорю: так, здесь место для игр, а здесь место для работы. Отдельно хочу отметить шумоподавляющие наушники Bose QC35. Я их использую уже 4 года, еще до того, как начал работать удаленно. Это такой, я бы сказал, Volkswagen в мире наушников. Он надежный, музыка из них исходит, возможно, не самая идеальная, но в принципе достаточно качественная. Их принцип работы заключается в том, что они слушают, что происходит снаружи, и проигрывают тебе в уши звук в противофазе. Таким образом, они гасят звук, который возникает снаружи наушников, и ты как будто бы находишься в тишине. По факту это не совсем так, ты все равно что-то слышишь, особенно если это случайный звук. Когда, например, упала чашка или кто-то разговаривает, то немножко будет слышно. Но если включить музыку, то вполне можно продуктивно поработать, сфокусироваться и ничего не отвлекает. Особенно я оценил эти наушники в самолете, потому что в самолет создает равномерный гул, который идеально гасится этими наушниками, можно отлично поспать. Второе – это эргономика. Здесь вроде бы все просто, вам должно быть удобно, у вас ничего не должно болеть, когда вы работаете, и от долгой работы не должно в конечном итоге повредиться ваше здоровье. С другой стороны, это достаточно сложно, потому что, во-первых, эргономичное устройство достаточно дорого стоит. В моем офисе это, я думаю, составляет большую половину суммы затраты на эргономику. А во-вторых, нужно подбирать это под себя, пробовать. Иногда ты покупаешь что-то, кресло или клавиатуру, они не подходят, нужно выбрасывать и пробовать другую до тех пор, пока не найдешь то, что будет работать именно для тебя. В основе эргономики рабочего места программиста, на мой взгляд, должен лежать стул. Стул – это основа рабочего места, потому что мы реально очень долго сидим. А сидячее положение – это неестественное положение тела для человека, поэтому может возникают такие проблемы, как боли в спине, каких-то ногах, что-то могут заклинивать какие-то нервы. В принципе, это плохо сказывается на продуктивности. Мой стул – это достаточно дорогой стул, Aeron. Его цена в Австралии $1700. Это достаточно дорого, я бы сказал. Он достался нам от Atlassian. Когда мы работали в офисе, у нас у всех были такие стулья. И когда мы перешли на удаленную работу, нам их просто разрешили взять домой и попользоваться. Визуально я не понимаю, чем этот стул отличается от стула за $200 из Икеи, но реально, когда в нем садишься, то ты можешь целый день сидеть, ничего нигде не наминает, ничего не потеет, ничего нигде не болит. В принципе, очень классный, очень удобный стул. Я думаю, что можно найти стул и подешевле, но в принципе на стуле экономить не стоит. Потому что я лично проверил, что на дешевом стуле у меня начинает болеть спина. На стуле Aeron я могу сидеть бесконечно и ничего не болит. Еще один способ решить проблемы со спиной – это иногда работать стоя. В принципе, сейчас можно достаточно легко купить стол, который можно поднять для того, чтобы работать стоя. У меня очень простой стол из Икеи. Его можно, покрутив ручку, перевести в положение стоя и поработать в стоячем положении. В принципе, специалисты рекомендуют работать 50/50. Половину дня работать сидя, половину дня работать стоя, чередовать каждые 2 часа. Но, к сожалению, я немного ленивый, я так не делаю, но, в принципе, иногда работаю стоя. Особенно, когда чувствую, что у меня маловато энергии и падает продуктивность, то поработать стоя
И с активной музыкой это, в принципе, то, что возвращает меня в рабочий ритм, потому что нельзя стоять и спать одновременно, а вот сидеть и спать одновременно можно. Единственный нюанс у этого стола, когда поднимаешь его в положение стоя, и, в принципе, я думаю, это у любого стола будет, не хватает высоты монитора для того, чтобы поднять его до уровня глаз, и приходится как будто бы наклонять голову. Решением этой проблемы является подставка. В принципе, до этого я ложил какие-то книги, и они выглядели достаточно некрасиво, поэтому я нашел подставку, которая мне максимально понравилась. Ее доставили из Амазона США. Она имеет минимальный необходимый размер для того, чтобы приподнимать монитор. Плюс под нее можно засунуть какие-то полезные вещи, например, блокнотик или ручку. Второе, на мой взгляд, по важности для рабочего места, это клавиатура и мышка. Мы взаимодействуем с ними очень много, печатаем, двигаем мышкой. И часто у людей возникают какие-то проблемы, вроде туннельного синдрома или запястья, или еще что-то. Поэтому это тоже очень важно. И, как ни странно, они тоже влияют на нашу продуктивность, на скорость печати, на скорость попадания в различные элементы интерфейса и вообще на общее впечатление от работы. Значит, изначально я купил себе Apple Magic Keyboard и Apple Magic Mouse. Они выглядели, на мой взгляд, достаточно стильно, и я бы сказал, стоили достаточно недешево. Проблема с ними оказалась в том, что когда я пользовался клавиатурой, то мои запястья нужно было сдвигать очень близко друг к другу для того, чтобы печатать. И через какое-то время они начали реально болеть. А проблема с мышкой была в том, что мне сложно было этой мышкой попадать по элементам интерфейса. Я ее пробовал настраивать чувствительность и так, и этак, но почему-то мне было сложно. Я даже нашел онлайн-игру для того, чтобы научиться попадать в какие-то кружочки с определенной скоростью, но и это мне тоже не помогало. Поэтому через какое-то время я решил избавиться от этих клавиатуры и мышки и купил себе другие клавиатуру и мышку. В качестве клавиатуры я выбрал Kinesis Freestyle Pro. Ее основная фишка это то, что можно две половинки клавиатуры, левую и правую, раздвинуть на произвольную длину и поставить на тот угол, который удобен для твоих рук. А если докупить еще небольшие прибамбасы, которые я докупил, то можно еще и выбрать угол наклона клавиатуры по отношению к столу. И тогда руки находятся в абсолютно естественном положении и очень удобно печатать. Эта клавиатура, я бы сказал, это Range Rover в мире клавиатур. Она выглядит очень брутально, и я бы сказал профессионально. Когда кто-то приходит и видит эту клавиатуру, они такие, да, мы понимаем, что здесь работает профессионал. И клавиатура этой пользуется очень удобно. Это механическая клавиатура, клавиши нажимаются очень приятно, можно быстро печатать. Есть поддержка для запястий, можно настроить макросы, на какую-то клавишу повесить последовательность кнопок. Например, у меня есть отдельная кнопка для того, чтобы снять скриншот экрана и скопировать в буфер. Моя проблема с запястьями полностью ушла, ничего не болит, все классно, я этой клавиатурой очень доволен и могу ее смело рекомендовать. Мышку я выбрал Logitech MX Master 3. Эта мышка тоже выглядит достаточно необычно, у нее такой скошенный угол наклона, который позволяет руке, в принципе, очень удобно расположиться, тоже в том положении, которое естественно для руки. Кроме того, у нее есть несколько productivity features, скажем так, у нее много дополнительных кнопок. Например, некоторые из них я настроил для того, чтобы уменьшать и добавлять звук. Какие-то кнопки настроены для того, чтобы в зуме выключать микрофон или выключать камеру. Плюс у нее есть классная фишка, которая называется горизонтальный скроллинг. Отдельное колесико позволяет скроллить по горизонтали. Например, если у тебя большая страница или какой-то длинный код или еще что-нибудь, очень классно. Мышка работает отлично. Плюс я купил к ней коврик. Коврик не обязательно, но с ковриком как-то получается приятнее и как-то даже, я бы сказал, лучше выглядит. Теперь немного про освещение. Сперва я не особо уделял внимания освещению, пока у меня не начали болеть глаза. Я как бы даже, причем это было настолько неприятно, я даже думал, что, может быть, даже не знал, что с этим делать. Тогда я начал пробовать, и первое, что я сделал, это купил отдельную лампу BenQ Screen Bar, которая вешается на верх монитора и подсвечивает рабочий стол. Фишка этой лампы в том, что у нее очень направленный свет,
она светит строго на стол, она не оставляет бликов на мониторе и не светит в глаза. При этом она автоматически адаптируется под освещение на улице, у нее есть сенсор, она регулирует яркость и световую температуру. И в итоге получается такое приятное освещение. И я ее, в принципе, никогда не выключаю, ни днем, ни ночью. Днем она немного увеличивает освещение, ночью немного снижает, регулирует световую температуру, и получается очень здорово. Также для зрения очень важен монитор. Монитор я не менял, это достаточно стандартный монитор Dell 27 дюймов. Он тоже достался мне из офиса вместе с остальным оборудованием. Это хороший монитор, работает, и менять я его не планирую. Но то, что я сделал для того, чтобы сделать монитор более комфортным для работы, это я установил отдельное приложение Lunar Pro. Суть этого приложения в том, что оно может синхронизировать яркость между двумя мониторами. Между монитором в ноутбуке и между монитором Dell. Почему это нужно? Дело в том, что в ноутбуке есть сенсор, который измеряет освещенность, и в зависимости от освещенности он может регулировать яркость внутреннего монитора и цветовую температуру внутреннего монитора. И если установить это приложение Lunar Pro, то оно будет то же самое делать и с Dell. Получается, что если у меня открыта крышка ноутбука, и, например, становится более темно, в ноутбуке падает немножко яркость, и автоматически яркость уменьшается у монитора Dell. И поэтому мои глаза стали чувствовать себя после этих улучшений значительно лучше. Теперь ничего не болит, никаких проблем со зрением нет, все классно. Третье – это функциональность. Я считаю, что в офисе все должно быть максимально удобно и ничего не должно создавать даже малейших препятствий для того, чтобы что-то сделать. Потому что у нас и так очень много отвлечений, очень много препятствий, и если еще ваш офис будет неудобный, то работать будет очень сложно. Я слышал одну интересную историю о человеке, который изучал себя, он смотрел на свою мотивацию делать домашнее задание в университете, по-моему, и он заметил, что если за его рабочим столом стул выдвинут немного и как будто бы манит его, то ему хочется делать домашнее задание. Но если стул задвинут, то ему уже хочется полежать, ему как бы лень идти и выдвигать этот стул. О чем это говорит? О том, что даже минимальные барьеры, такие как, например, отваливающийся Wi-Fi, могут серьезно повлиять на вашу мотивацию и на вашу продуктивность. В раздел «Функциональность» я засунул несколько вещей, которые, может быть, не сильно связаны между собой. И первое из них – это организация предметов на рабочем столе. Я постарался сделать так, что все, что мне не нужно в данный момент, в принципе, спрятано из глаз. Здесь у меня находится небольшой шкаф с полочками, и все ненужное спрятано там. Я не буду показывать, что внутри, потому что там на самом деле все не очень организовано, но если я это не вижу, то мой мозг не отвлекается, и это не создает проблем. Также для функциональности полезно иметь два монитора. Я не люблю два больших монитора. Во-первых, это захламляет пространство, во-вторых, мне столько и не нужно, поэтому я просто держу открытую крышку ноутбука, запускаю там какие-то окошки запускаю на основном экране, с которым я работаю. Плюс я использую Magnet App, который позволяет мне достаточно легко по нажатии на одну клавишу переместить окошки приложений в любую часть экрана. Например, я могу что-то закинуть в левую четверть экрана, либо в левую половину, либо в правую половину. Я могу расположить окна, как мне удобно. Следующее – это микрофон. Я половину времени провожу в митингах, и люди, к сожалению, и так плохо понимают мой тяжелый русский акцент. Я не хочу им создавать еще проблемы со звуком, и поэтому я купил микрофон Blue Yeti. Это хороший USB микрофон. Работает он классно, вообще без всяких проблем. У него хорошая чувствительность и хорошее качество звука. Для того, чтобы им удобно было пользоваться, я докупил к нему такую штангу. Это недорогая штанга с Амазона, по-моему, за $30 или что-то в этом роде. Суть ее в том, что микрофон не стоит у меня на столе, когда мне нужно проводить митинг. Я эту штангу выдвигаю, и микрофон располагаю так, что он не попадает в поле зрения камеры, так что он даже не виден, никто не знает, что у меня микрофон. А когда митинг заканчивается, я беру эту штангу и задвигаю ее за экран монитора. Таким образом, он у меня не болтается. И я сохраняю принцип, что у меня на столе только то, что мне нужно в данный момент. Дальше веб-камера. Если использовать во время митингов веб-камеру из ноутбука, то получается неестественный угол. Он стоит таким образом, что показывает боковую часть моего лица.
Поэтому я купил отдельную веб-камеру Logitech C930. Это классная веб-камера. Она снимает в HD формате. У нее есть автофокус, широкий угол, стеклянная линза. Она достаточно неплохо работает в условиях слабого освещения. Короче, веб-камерой я доволен. Более того, я пробовал более дорогую веб-камеру Logitech Brio, которая, наверное, считается лидером рынка и снимает в 4К. И я от нее отказался, потому что она очень плохо работала в моих условиях неравномерной освещенности. У нее постоянно прыгала туда-сюда яркость, и я не смог ее настроить, и в результате я понял, что мне больше нравится именно эта камера. Еще к функционально полезным вещам относится USB-хаб. Он позволяет к нему подключить все устройства, которые у меня есть. В нем есть несколько USB разъемов, в нем есть HDMI-порт, в нем есть кард-ридер, и плюс к нему можно подключить зарядное устройство для ноутбука. В результате я только подключаю к ноутбуку один разъем. Если мне, например, нужно перенести ноутбук куда-то, я только отключаю один разъем. Плюс гораздо меньше накопление проводов на столе, выглядит более приятно. Я пытался купить более дорогую док-станцию, думал, что она будет работать лучше и более стабильно. В принципе, она работала лучше, но проблема в ней оказалась в том, что док-станция была несовместима с моим любимым приложением Lunar Pro. Поэтому я от нее отказался, потому что сохранность моих глаз была для меня важнее. Важно еще сказать про Wi-Fi роутер, который я купил. Это TP-Link Archer AX50. До этого у меня был простенький роутер Netgear, и было с ним две проблемы. Во-первых, иногда пропадало соединение, а во-вторых, каким-то образом он конфликтовал с Bluetooth. То есть, когда работал Bluetooth и Wi-Fi одновременно, они как бы могли друг на друга влиять. Я не разобрался почему. Но в любом случае, у меня сейчас в доме очень большое количество девайсов. По сути, у меня живет 4 взрослых человека, у каждого по несколько девайсов, есть еще телевизор, какие-то умные девайсы. И поэтому я взял этот модем. В нем есть Wi-Fi 6, который, в принципе, позволяет подключать больше каналов и работает более стабильно. В нем очень быстрый процессор, поэтому с тех пор, как я купил этот раутер, я не испытываю никаких проблем с Wi-Fi, я почти его не перезагружаю, и работает он очень стабильно. Последнее в разделе «Функциональность» — это принтер. Иногда нужно что-то печатать, сканировать, может быть, копировать, особенно когда дети ходят в школу, печатают разные ассайменты. Раньше у нас был струйный принтер, один из самых дешевых. Мы были им, в принципе, довольны, но проблема с ним была в том, что нужно было часто покупать картриджи. Каждый месяц мы отдавали $50. В конце концов это надоело. Я купил этот принтер Epson EcoTank. Его основная фишка в том, что в него практически из банки можно заливать чернила. Банка стоит $15 или что-то вроде этого, и хватает ее на год. Если это черная банка, если цветная, то еще больше. Цветные мы до сих пор еще ни разу не доливали, хотя печатаем достаточно много. Единственная проблема, которая с этим принтером, это из-за того, что в нем нету сменных картриджей, в нем иногда забиваются сопла, и нужно запускать процедуру чистки. Процедура, правда, автоматическая, просто нажимаешь пару кнопок, и она его прочищает, но иногда нужно об этом помнить. Ну и четвертый принцип — это look and feel. Я считаю, что в офисе должно быть все приятно, должно быть приятно глазам, приятно ощущениям, должен быть приятный запах. Все должно располагать к тому, чтобы находиться в нем дольше. В моем офисе, например, если мне надо о чем-то подумать, я могу просто сесть, и мне просто приятно там посидеть и находиться. Если что-то вам не нравится, например, какие-то цвета, звуки, запахи, еще что-то, то вам будет хотеться уйти из этого офиса, и это будет негативно сказываться на вашей продуктивности. Если же вам нравится быть в своем офисе, если вы смотрите и в целом недовольны, то будет все нормально. Понятно, что вопрос внешнего вида достаточно субъективен, поэтому каждый должен выбирать для себя, что кому важно. Для меня лично важен минимализм. Я люблю, когда на виду ничего не находится лишнего, все достаточно просто. Но я также люблю добавлять небольшие декоративные элементы. Например, у меня есть два растения. Одно искусственное растение из Икеи, второе настоящее растение, которое зовут Линда. Я его иногда поливаю для того, чтобы немного почувствовать единение с природой. Плюс у меня есть небольшая соляная лампа, которая дает такое теплое, приятное освещение. Есть ароматизатор для того, чтобы в офисе приятно пахло. Ну и последнее,
Последний штрих, я добавил небольшую LED-подсветку для того, чтобы ночью расширить динамический диапазон освещения. Иногда я его включаю, глазам от этого становится приятнее. Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что вы узнали для себя что-то полезное и сможете применить на практике. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте вопросы в комментариях, постараюсь всем ответить. Ну, в принципе, это все. Всем пока и продуктивной работы!